Всем добрый день! Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Олеся. Готовлю сегодня вот такой вот замечательный тыквенный кекс с корично-сахарной корочкой. Это очень ароматный, настоящий такой осенний, восхитительный рецепт. Присоединяйтесь. Для начала нужно, конечно же, приготовить пюре тыквы. Я предпочитаю тыкву запекать. Я тыкву запекла, охладила и пюрирую все блендером. Потребуется 1 стакан 250 мл тыквенного пюре. Приготовим смесь для тыквы. Все очень просто, и покупать готовую нет необходимости. Берем 2 части корицы, 1 часть имбиря, 1/4 часть мускатного ореха и 1/4 часть гвоздики. Все просто соединяем, перемешиваем. Этой смеси потребуется 2 чайные ложечки. Можно приготовить такой смеси немного больше и потом хранить просто в отдельной баночке и использовать для любой тыквенной выпечки. Можно просто в кофе, кто любит кофе со специями, добавлять немножечко. Итак, закончили основные приготовления. Пюре у нас есть, смесь тыквенная есть. Используем следующие продукты для приготовления теста, которые вы видите сейчас на столе. Муку обязательно просеиваем. Берем 2 яйца, добавляем 150 грамм сахара, 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара. И все хорошенько взбиваем миксером до увеличения массы в объеме и посветления в течение нескольких минут. Вливаем, продолжая взбивать, 60 мл растительного масла. Все еще раз перемешиваем. Добавляем тыквенное пюре. У меня пюре не водянистое. Если у вас оно чересчур водянистое, можно его немного отцедить, на сито отбросить, либо потом регулировать консистенцию при помощи муки. Добавляем 2 чайные ложечки подготовленной смеси, 2 чайные ложечки разрыхлителя, четверть чайной ложечки соли и добавляем всю муку 250 грамм. Слегка соединяем. И в самом конце вливаем 60 мл йогурта, либо любого другого кисломолочного продукта. Также можно использовать и молоко. Перемешиваем все. Долго тесто не замешиваем, чтобы оно не затянулось и не стало жестким. Тесто достаточно густое получается. Я беру подготовленную заранее кексовую форму. Я ее слегка смазала маслом и выстелила пергаментной бумагой, чтобы потом легче было достать кекс. Перекладываю тесто в форму, разравниваю лопаткой. И я всегда на кексах, я уже не раз это показывала, намечаю линию разрыва. Очень часто или почти всегда, вы знаете, кекс рвется. Поэтому лучше наметить эту линию там, где вам удобно, а именно посерединке. Приготовим массу для того, чтобы нанести наверх кекса. Для этого используем 60 грамм сливочного масла, 30 грамм муки, 80 грамм коричневого сахара и 1 чайную ложечку корицы. Все просто размешиваем, масло берем мягко и наносим на поверхность кекса. Все выглядит вот так сначала не очень красиво, но во время выпечки масса запекается и безумный аромат просто распространяется по всему дому. Кекс выпекается при температуре 180 градусов от 50 до 60 минут, но вы обязательно знаете, что кексы дело такое, проверяйте на сухую палочку. Именно по центру проверяйте. Я даю кексу постоять минут 5 в форме и потом вынимаю на решетку. Полностью его охлаждаю. Посмотрите, какой замечательный кекс получается. Корочка хрустящая, ароматная. Сверху вот слышно прям, как она хрустит. Тесто очень нежное, сочное, влажное за счет присутствия тыквы. Тыква абсолютно не чувствуется. Кекс такой с приятной пряной ноткой за счет наличия специй. Как я и сказала, настоящая такая согревающая, ароматная осенняя выпечка. Готовьте с удовольствием, надеюсь, вам тоже понравится. Вкусных вам кексов, приятного чаепития. Не забудьте оставить комментарий, поддержать меня пальчиком вверх, а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Всем пока!